Слушайте. Остановитесь на мгновение и прислушайтесь, ведь это, возможно, самое важное послание, которое вы услышите за весь год. Если на сердце тяжесть, если разум затуманен нерешительностью, если страх парализовал вашу способность сделать следующий шаг, то это сообщение для ты. Не для кого-то другого. Не для толпы. Для тебя. Недаром вы сегодня увидели это сообщение. Этот момент священный. И мне нужно, чтобы вы остались до конца, потому что что-то должно произойти, перерыв в духовном мире, прежде чем все это закончится. То, чего вы ждали, молча, преданно, возможно, даже отчаянно, уже меняется, когда вы слышите эти слова. Но если вы уйдете до того, как будет произнесен последний ключ, вы можете пропустить единственное указание, которое может открыть ваш следующий сезон избыток, выздоровления и сверхъестественное ускорение. Бог хочет, чтобы вы знали нечто ясное, и Он хочет, чтобы вы знали это сейчас. Ты ближе, чем когда-либо, к своему чуду. Ты плакал, слезы которых никто не видел. Ты сражался молча. Ты поклонялся, даже истекая кровью. Ты стоял твердо, даже когда ничего не чувствовал. Бывали дни, когда ты спрашивал: «Господи, неужели я делаю это напрасно?» Но Он видел каждое семя из вера, каждый акт послушания и каждый момент, когда вы выбирали верить, даже когда все вокруг говорили вам сдаться. Вас не забыли. Вас не оставили позади. И, что еще важнее, вы не наконец, вы стоите у порок. Позвольте мне задать вам смелый вопрос. А что, если ваш страх стоит на самом краю вашего прорыва? Что, если паралич, который вы чувствуете сейчас, нерешительность, сомнение, усталость – это последняя отчаянная попытка врага помешать вам пройти через то самое дверь Бог предопределил для тебя? Теперь ты в Доме Божьем. Видите ли, когда благословение вот-вот придет, вырвался вперед, враг увеличивает давление. Страх усиливается. Нерешительность становится громче. Тревога внезапно нарастает. Почему? Потому что ты слишком близко. Ты слишком близко. Твой урожай слишком спелый. Ты вот-вот прикоснешься к тому, о чем только мечтал. И вот враг посылает тебе сомнения, как последнее оружие. Но послушайте внимательно, Бог не есть Бог неустройства. Он – податель благих и совершенных даров. Он начал в вас доброе дело и верен, чтобы завершить его. Есть сверхъестественный поворотный момент происходит. Возможно, вы пока не видите этого своими глазами, но небеса уже это зафиксировали. Ваш период тихого труда превращается в период видимого награды. Вы собираетесь войти в божественный переворот, где недостаток становится изобилием, задержка становится избавлением и страх становится благосклонностью. Но я должен вас предупредить, если вы оставите это сообщение слишком рано, вы можете пропустить точную инструкцию, которая превратит ваше послушание в переполнение. Поэтому мне нужно, чтобы вы кое-что сделали. Прими решение прямо сейчас, оставайся со мной. До самого конца не пропускайте. Не торопитесь. Потому что в этих словах таится скрытый ключ, тайна, которую Бог ждал, чтобы открыть вам. И когда она придет, она будет разблокировать что-то в твоем сердце, в вашем финансе и в вашем вера. Ты был верен в тени. Теперь пора выйти на свет. Свет вы прошли через долина. Теперь пришло время подняться наверх. Гора. Но прежде чем я вам точно скажу, как эта трансформация разворачивается, прежде чем я открою божественную схему, объясняющую все, что вам пришлось пережить, вы должны кое-что понять о шторме, в котором вы все еще стоите. Оставайтесь. Выдержите бурю. Выдержите напряжение. Потому что всего через несколько минут вы поймете, почему давление-то,
что вы чувствуете сейчас, является доказательством того, что обещание уже близко. Вы когда-нибудь чувствовали, что бремя вашего призвания подавляет вас, а не поднимает? Вы когда-нибудь смотрели на свои руки, те самые руки, которые Бог дал вам для творчества, строительства, письма, исцеления, и задавались вопросом, почему они все еще кажутся пустыми? Почему ваш счет пуст, ваш дух устал, ваш голос заглушен? Дело не только в деньгах. Нет, дело гораздо глубже. Речь идет о цели. Речь идет о невыносимой боли от осознания того, что ты создан для боли, и все еще просыпаюсь в окружении меньше. Есть особая боль, которая возникает, когда не действуешь в соответствии со своим даром. Священная скорбь, которая поселяется в душе, когда внутренний зов продолжает стучать, но жизнь постоянно говорит «еще нет». Эта задержка в раскрытии собственного божественного потенциала может заставить человека почувствовать, будто он медленно умирает внутри. И некоторые из вас, слушающие меня сейчас, знают точно, каково это. Вы похоронили свои дары под ответственностью, страхом, отвержением, а иногда даже под религией. Вы убедили себя, что то, что вы действительно любовь, не имеет значения. Что твой дар непрактичен. Что нужно быть реалистом. Что, возможно, Бог все-таки не этого хотел для тебя. Но вы ошибаетесь. Тебя выбрали. Не просто избраны, чтобы выжить, не просто избраны, чтобы сводить концы с концами и еле-еле сводить концы с концами месяц за месяцем. Ты был избран, чтобы светить. Выбранный для создавать. Выбранный для преобразовать мир, высвобождая то, что Он вложил в вас. Будь то музыка, искусство, писательство, рассказывание историй, организация, строительство, публичные выступления, исцеление, вдохновение, или даже что-то столь незначительное, как проектирование, посадка растений, выпечка или забота, что это не просто хобби, что это не просто то, что вам нравится делать. Это ваш божественный отпечаток пальца, ваш уникальный завет с Богом. Он заложил его в вас прежде создания мира. Так почему же вы это скрываете? Почему ты все еще заглушаешь свой голос, потому что кто-то однажды сказал тебе, что это слишком? Почему ты прячешь свое творчество в блокноте или пыльном уголке своего сердца? Почему ты откладываешь то, что Бог ожидает, чтобы войти? Ты просил Его о чудесах. Ты молил о росте, о прорыве, о новом начале. И все же ты утаил то самое семя, которое Он дал тебе посадить. Вот почему бедность сохраняется. Да, я это сказал. Вот почему вы чувствуете себя в тупике. Вот почему вы топчетесь на месте. Вот почему вы чувствуете себя неудовлетворенным, тревожным, разобщенным. Потому что изобилие не приходит только от желая благословения. Оно исходит из подчиняясь твой замысел. И как только ты решаешь следовать своему предназначению, ты лишаешь себя возможности собирать урожай. Позвольте мне спросить вас следующее: сколько раз вы останавливали себя от того, чтобы начать что-то из-за страха неудачи? Сколько возможностей ускользнуло от вас из-за того, что вы считали себя не готовыми? Сколько лет прошло с тех пор, как вы говорили себе: в следующем году я наконец-то это сделаю? Но правда в том, что следующий год никогда не наступит. Все, что у нас есть, это настоящее. А сейчас священно. Вот что Бог дал тебе. И Он наблюдает, будешь ли ты верен Ему этот момент, прежде чем Он даст тебе больше. Ты думаешь, что ждешь Его, но Дитя Божье, Он ждет тебя, как Он ждет, чтобы увидеть, доверяете ли вы Ему настолько, чтобы использовать то, что уже находится в ваших руках. Помните Моисея. Когда Бог призвал его освободить Израиль, Моисей возмутился: «Но я не умею хорошо говорить».
И что ответил Бог? Что это у тебя в руке? Исход 4:2. Моисей держал посох, простой, обычный, ничем не примечательный. Но этот посох стал инструмент из чудеса. Этот персонал стал ключ для рассечения морей, уничтожения врагов и исполнения предназначения. Что в твой рука? Кисть. Мелодия. Бизнес-идея. Рецепт. Видение вашего сообщества. Бремя говорить правду. Что бы это ни было, перестаньте себя дисквалифицировать. Перестаньте говорить, что вы недостаточно хороши. Бог никогда не требовал от тебя совершенства. Он просил тебя быть верным, потому что когда ты переезжаешь, Вера, то чудесное начинается. Но вот в чем правда. Если вы продолжите откладывать свой дар, вы продолжите откладывать свое благословение. Бедность – это не просто отсутствие денег. Это отсутствие движения. Враг знает, что ему не нужно уничтожать вас, ему нужно только отвлекать. Если он сможет держать тебя в нерешительности, одолевать сомнения, тонуть в сравнениях, то ты останешься парализованным, пока твое наследство останется нетронутым. Вот почему несчастье кажется таким близким. Это не потому, что ты сломлен. Это потому, что ты заблокирован. Ты смотрел наружу, ожидая знака. Но знак внутри тебя. Дар уже здесь. Предназначение уже заложено в тебе. И Бог зовет тебя срочно, четко, с любовью к действию сейчас перестать хоронить свой талант. Перестать ждать разрешения. Перестать повторять свои неудачи и, наконец, принять риск послушания. Разве ты не знаешь, насколько сильна твоя «да» на небеса? Одно «да» может изменить всю вашу жизнь. Одно решение творить, подчиняться, сделать шаг вперед может открыть двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Но пока вы медлите, ничего не происходит. И чем больше вы медлите, тем больше вы становитесь уязвимы для отчаяния. Настало время действовать. Это не мотивационная ерунда. Это не шумиха. Это божественная срочность. Я говорю вам Духом Божиим, если вы не предпримете никаких действий сейчас, вы можете пропустить именно то окно, которое Он для вас приготовил. Твой дар священен. Твое предназначение свято. И даже если никто в него не верит, Бог верит. Он вложил его в тебя для такое время, как это. Поэтому я спрашиваю вас, если это что-то трогает в вашем духе, если вы понимаете в глубине души, что откладываете свое божественное предназначение, поставьте лайк этому видео прямо сейчас, не из-за алгоритмов, не из-за тщеславия, а из-за вашего «да» нужно отметить. Сделайте это своим алтарь. Отметьте этот момент с верой. Провозгласите небесам и земле, что вы снова выбираете веру, что вы выбираете шаг вперед, что вы выбираете действовать в соответствии с тем, что Бог вложил в вас. Потому что правда в том, что чем дольше ты игнорируешь свой дар, тем громче становится страдание. Но как только ты начинаешь действовать в послушании, благословение начинает преследовать вас. И не только деньги, хотя финансовое изобилие не заставит себя ждать, но и радость. Мир. Исцеление, целостность. Действовать нужно не когда-нибудь, а когда-нибудь. Сейчас самое время. И буквально через несколько мгновений я покажу вам точную историю из Писания, которая подтверждает все, что я только что рассказал. Историю о человеке, которого не замечали, недооценивали, даже высмеивали, пока он наконец не принял свою божественную роль, и все изменилось. Но прежде чем я это сделаю, спросите себя, какой дар у меня в руках, и что произойдет, если я наконец его использую. Позвольте мне сказать вам нечто священное, то, о чем редко говорят в церквях и что еще реже принимают в нашем мире. Твоя правда
твоя сила – не та версия тебя, которая нравится другим. Не та, что разбавлена и отполирована, которая соответствует ожиданиям. На настоящий ты сырой, созданная Богом, испытанная в огне версия тебя, которая боролась в тайне, плакала в пустыне и осмелилась представить себе жизнь за пределами рутины и конформизма. И именно эту истину враг хочет у вас украсть. Но прежде чем мы углубимся в это, я хочу рассказать вам историю. Реальный, божественный, сверхъестественный момент из Писания, который точно отражает то, что вы чувствуете сейчас. Историю отвержения. Историю изоляции. Историю пробуждения. Историю человека, который выбрал правду над одобрением и тем самым стал носителем национального чуда. Это история Дэвида. Мы все знаем Давида как победителя великанов, царя, псалмопевца. Но давайте вернемся назад к временам до престола, до победы, до хвалебных песен. Давайте пойдем на поле боя. Ведь именно там рождается истина. Именно там Бог тренирует воинов в тайных местах. Давид даже не был приглашен на церемонии помазания, которую Самуил провел в доме Иисея. Его собственный отец не верил в него настолько, чтобы позвать его в дом. Чувствуете ли вы боль от этого? Боль от того, что тебя забыла собственная кровь? Некоторые из вас слишком хорошо знакомы с этой болью. Тебя оставили в стороне. Тебя не замечали. Тебя отстранили. Возможно, это сделала твоя семья, твоя церковь, твой начальник, твои так называемые друзья. Возможно, они говорили тебе, что твои мечты нереальны. Возможно, они высмеивали твои идеи, смеялись над твоими целями, закатывали глаза, когда ты говорил «я чувствую призвание». Возможно, они говорили тебе придерживаться сценария, получить работу, молчать, не поднимать шум, просто вести себя нормально. Но что, если вы не родились нормальным? А что, если ваша изоляция – это не наказание, а подготовка? Давид был в поле, один с овцами, и пел песни Богу, которого никто не мог видеть. И все же, что это было место, где Бог видел его. Там Бог обучал его. Пока все остальные репетировали свои выступления, Дэвид совершенствовался, подлинности он не пытался произвести впечатление на толпу. Он поклонялся в тайном месте. Он убивал львов и медведей молча, создавая список личных побед, которым никто не аплодировал. И вот почему его выбрали. Ты все еще пытаешься быть избранным миром, когда ты уже избран Богом. Вам не нужно их одобрение. Поймите это. Вам не нужно одобрение родителей, признание коллег или аплодисменты вашего сообщества, чтобы ходить в своем помазании. Бог не спрашивал их, прежде чем призвал вас. Ему не нужно было их разрешения, прежде чем Он вселил цель в ваше сердце. И Ему, конечно же, не нужно их одобрение, чтобы благословить вас. Ему нужно только ваше послушание. Давид не носил доспехи Саула. Он не следовал традициям. Он не сражался с Голиафом правильным образом. Он шел в бой с прощой, камнями и истиной. Он знал, кто он. Он не был воином. Он был верующим. Он был пастырем. Он был дитяти Божьим, которому нечего было доказывать, только то, что нужно было выпускать, и эта подлинность была самой ключ к его победе. А теперь позвольте мне спросить вас, сколько битв вы проиграли из-за того, что пытались надеть чужие доспехи? Сколько раз вы замалчивали свою правду, потому что она не соответствовала ожиданиям окружающих? Сколько мечтаний вы откладывали, потому что кто-то считал их нереалистичными? Сколько часов, дней и лет вы потратили впустую, пытаясь стать тем, кем вас хотели другие,
игнорируя при этом то, кем вас создал Бог? Видите ли, режим с 9 до 5 неплох, он просто не всем подходит. И для некоторых из вас он удушает. Вы отмечаете время прихода и ухода не потому, что это питает вашу душу, а потому, что это обеспечивает вам безопасность. Вы подчиняетесь системам не потому, что они уважают ваше призвание, а потому, что они успокаивают ваши страхи. Но, возлюбленный, Бог не создал тебя, чтобы ты вписывался. Он создал тебя, чтобы ты разразиться. Это не бунт. Это почтение тому, кто создал вас в чреве и назвал вас по имени еще до того, как вы получили должность. Это поклонение в его истинной форме, жить в полном свете того, кем он вас создал. Подлинность не эгоистична, она священна. Это единение с небесами. Это значит сказать: «Боже, я доверяю Тебе больше, чем этому миру». Но за подлинность всегда приходится платить. Она стоила Давиду комфорта. Она стоила ему популярности. Она едва не стоила ему жизни. Когда он решил сразиться с гигантом, его так другие насмехались над ним. Когда он плясал перед Господом изо всех сил, жена его презирала. Когда он говорил правду в своих псалмах, восставали враги. И все же он никогда не переставал быть Дэвид, тот, что по сердцу Бога. А что насчет тебя? Готовы ли вы перестать скрывать, кто вы? Готовы ли вы встать на путь, который кажется бессмысленным другим, но делает совершенное чувство к вашей душе? Готовы ли вы написать книгу, воплотить идею, спеть песню, начать служение, разработать план, не потому, что мир будет вас приветствовать, а потому, что Бог уже есть? Давайте будем честны, некоторые из вас чувствуют себя изолированными, потому что вы находитесь в переходном периоде. Бог отрывает то, что привычно, чтобы открыть то, что вечно ты не принадлежишь к толпе, потому что ты был создан для этого, возглавить его. Но лидерство начинается с честности. И первый человек, с которым вы должны быть честны, это вы сами. Это боль, которую ты чувствуешь. Это чувство не на своем месте. Это волнение от рутины, это глубокая тоска по чему-то большему, это не проклятие. Это сигнал. Это Дух Божий тянет вас к вашему истинному предназначению. Это не депрессия, это божественное недовольство. Ты не ломаешься, ты взламывая. И да, ты чувствуешь себя одиноким. Но одиночество – это священный огонь. Оно очищает. Оно открывает, кто на самом деле твой. Оно сжигает слои ложной идентичности. И оно готовит тебя к грядущему племени. Потому что, послушайте это, ваше истинное племя найдет вас только тогда, когда вы будете самим собой. Пока вы притворяетесь, вас будут окружать не те люди. Пока вы притворяетесь, подлинные связи не смогут вас найти. Но в тот момент, когда вы вступаете в истину, непримиримую, чистую, уязвимую истину, Бог начинает выстраивать божественные отношения, сверхъестественное обеспечение и служение царства вокруг вашей подлинности. Ты не опоздал. Ты не сумасшедший. Ты не бунтарь. Ты пробуждение. И когда вы осознаете свою истину, враг теряет свою хватку. Потому что ваша сила не в подражании, а в выравнивании. Ваша сила не в том, чтобы играть наверняка, а в том, чтобы ходить по духу. Ваш авторитет не в том, чтобы угождать людям, а в том, чтобы угождать Богу. И когда вы наконец перейдете от страха к свободе, от поиска одобрения до следования за Богом, то чудеса начинать. Чудеса, подобные чудесам Дэвида. Чудеса, подобные твоим. Потому что точно так же, как Дэвид стоял перед этим гигантом, недооцененным и недостаточно квалифицированным, и наблюдал за ним падать, вы тоже столкнетесь с тем, что кажется невозможным, и увидите это крошиться не потому, что ты сильный, а потому, что ты истинный.
Потому что ваше послушание активирует сверхъестественное. Потому что ваша подлинность – это ваше помазание. И, возможно, именно поэтому война оказалась столь интенсивной. Враг не боится твоего таланта. Он боится твоего правда. Потому что как только ты встанешь на эту позицию, он ничего не сможет сделать, чтобы тебя остановить. Поэтому я спрошу вас еще раз, какую правду вы все еще скрываете? Какую часть себя вы заставили замолчать, опасаясь, что ее не примут? Какую мечту вы держите в заложниках, потому что кто-то сказал, что она бессмысленна? И что произойдет? Что чудо может развернуться, если вы наконец выйдете в сетово, кем тебя создал Бог? Через несколько минут я покажу вам, как активировать этот сдвиг в вашей жизни, не только эмоционально или духовно, но практически я дам вам схему преобразования, которая превращает божественную истину в божественное проявление, но прежде чем мы перейдем к этому, остановитесь. Задайте себе сложные вопросы. Будьте честны. Потому что этот момент, этот священный момент – это дверь. И ваша правда – это ключ. Если вы чувствуете, что все рушится, если борьба в вашем сознании обострилась, если отношения рушатся, если ваши финансы, кажется, задыхаются, если ваш сон мучителен, а мысли кружатся в вихре сомнений, вы должны ясно услышать это не конец. Это сигнал о том, что чудо опасно близко, то, что вы чувствуете, это не коллапс, это сокращение и божественное потрясение. И Бог теперь ближе, чем когда-либо прежде. Но знаете ли вы, в чем трагедия? Многие люди сдаются у двери. Они падают в обморок. В коридоре. Они отказываются от обещания, к которому вот-вот должны были прийти, потому что боль достигает апогея. Но боль это не случайно, она пророческая. Это последний толчок перед рождением. И вот тут-то и возникает настоящая дилемма. Позволите ли вы давлению отбросить вас назад в духовную нищету или вперед в ваше наследование? Не заблуждайтесь, это испытание перед сокровищем. Духовные атаки, с которыми вы сталкиваетесь, смятение, страх, беспокойство, искушение изолироваться, происходят не случайно. Это скоординированные удары врага, который знает что-то, чего вы пока не видите до конца. Вы стоите на пороге сезона, который потрясет все, только твое послушание опасно для тьмы. Твой голос имеет вес в духовном мире. Твое призвание отмечено, и враг предпочтет видеть тебя погрязшим в страхе, чем исполняющим его с верой. Вот почему битвы становятся все более напряженными. Вот почему двери, кажется, закрываются, как только ты пытаешься в них войти. Вот почему предательство ранит сильнее, а вопросы глубже, потому что дело не только в трудностях жизни. Это духовная точка сопротивления против Дитяти Божьего, которая вот-вот восстанет. Давайте рассмотрим это ближе к делу. Что, если хаос вокруг вас – это не доказательство беспорядка, а свидетельство того, что Бог восстанавливает божественный порядок? Что, если то, что разваливается, это именно то, что связывало вас? Что, если отношения, которые вас разрушили, изначально не были предназначены для вашей судьбы? Что, если работа, которая закончилась, на самом деле была той цепью, которую нужно было разорвать? Понимаете, Бог удаляет, чтобы освободить место, Он допускает дискомфорт, чтобы ты перестал застилать постель в месте, которое Он назвал временным. Он нарушает твой покой в неподходящих местах, чтобы ты, наконец, искал его в его присутствии. И это, дорогой мой, привилегированное знание. Большинство людей никогда не поймут этого. Буря – это не всегда проклятие, это вызов и священное приглашение изменить свою позу, подготовиться к дождю, настроить свой дух на необычное благословение, которое вот-вот упадет. Но вот вопрос, на который вам следует ответить прямо сейчас. Что должно измениться внутри вас, чтобы быть готовым к грядущему?
Вы не сможете принять чудо, находясь в сосуде, все еще цепляющемся за несчастье. Вы не сможете ходить в полноте благословения, неся бремя горечи, страха или ложной идентичности. Вы должны сделать выбор. Не словами, а делами. Не только в молитве, но и в ежедневном послушании это доказывает вашу веру. Позвольте мне спросить вас с любовью и огнем, что ты все еще держишь в себе из того, что Бог уже велел тебе отпустить? Это токсичные отношения, которые вы отказываетесь разорвать? Привычка, от которой вы не хотите отказаться? Менталитет выживания вместо господства? Вы все еще боретесь со страхом, когда Бог повелел вам верить? Вы все еще пытаетесь управлять своим старым «я», прося его о новом сезоне? Это перекресток-трансформация. Это место, где бедность встречает богатство, где печаль встречает радость, где смерть уступает место воскресению. Но это требует чего-то от тебя, это требует выравнивания. Вы не сможете сеять послушание и ожидать урожая благословений, если вы продолжаете поливать семена бунта. Вы не сможете идти навстречу судьбе, таща за собой цепи прошлого. Вы должны решите верить в то, что сказал Бог, даже когда ничто вокруг не похоже на обещание. Решите действовать с верой, даже когда ваши эмоции вопят об обратном. Вот неудобная правда. Чудеса рождаются в моменты хаоса, а не комфорта. Вернитесь к Писанию. Каждое божественное изменение начиналось с кризиса. Иосиф должен был быть предан и заключен в тюрьму, прежде чем стать вторым человеком в иерархии. Эсфирь должна была рискнуть жизнью, прежде чем спасти народ. Даниилу пришлось войти в львиный ров, прежде чем он увидел сверхъестественную защиту. Иисус должен был умереть, прежде чем стала явлена слава воскресения. Почему ваш путь должен быть иным? То, с чем вы сейчас сталкиваетесь, слезы, смятение, закрытые двери, потери – это не конец. Это путь к обещанию вымощен. Упорства. Бог восстанавливает заказ, но его приказ не всегда соответствует человеческой логике. Он похож на обрезку. Он похож на задержку. Он похож на отрицание. Но в небесной экономике каждая потеря освобождает место для вечности. Прирост. Позвольте мне предложить вам пророческий взгляд. Вы не теряете свою жизнь, вывернуть его. Шаг за шагом Бог удаляет то, что не принадлежит, чтобы создать то, что останется вечным. Он устраняет отвлекающие факторы, уничтожает идолов, разрушает твердыни, потому что фундамент вашего следующего сезона должен быть святой, и это не наказание. Это подготовка. Но ваша роль в этом процессе имеет решающее значение. Вы должны молиться, даже когда ваши слова кажутся слабыми. Вы должны поклоняться, даже когда ваше сердце осушено. Вы должны подчиняться, даже когда наставления кажутся бессмысленными. Потому что вера – это не чувство, а верности в эти моменты, эти мучительные, проверяющие душу моменты, ваша вера формируется. Корни, глубокие корни. И чем глубже корень, тем больше урожай. Так что же должно измениться в вашей жизни? Вы должны отпустить необходимость все понимать, прежде чем что-либо делать. Вы должны заглушить голос страха ревом истины. Вы должны разжать кулаки и отказаться от сроков, метода, результата. Вы должны перестать вести переговоры с сомнениями. И вы должны начните жить так, как будто чудо уже происходит, потому что это так. Небеса не реагируют на эмоции. Они реагируют на выравнивание. Вы должны согласовывать свои решения с судьбой, которую Бог уже видит. И это требует проницательности, понимания, когда двигаться, когда быть спокойным, когда говорить, а когда молчать. Это значит выбрать мир вместо действия.
отдых вместо стремления, искренность вместо одобрения. И самое главное, это значит выбрать Божий путь по всему миру. Не будем притворяться, что это легко. В тот момент, когда вы решите радикально повиноваться, жизнь испытает вас. Мир будет сопротивляться. Старые друзья могут исчезнуть. Ваши собственные мысли могут восстать против вас. Но позвольте мне сказать вам то, что враг не хочет, чтобы вы знали. Он кричит громче только тогда, когда теряет почву под ногами. Война громкая, потому что твоя цель громче. Огонь жарче, потому что золото почти готово. Смятение сильно, потому что ясность прямо по ту сторону. Придерживайтесь курса. Оставайтесь стойкими, продолжайте. Молиться. Продолжайте идти. Продолжайте доверять. Вы находитесь в родильном зале сверхъестественного. Бог преображает вашу жизнь не для того, чтобы наказать вас, а чтобы подготовить вас к процветанию, и если ты останешься верным в этом огне, ты выйдешь без запаха дыма. Ты выйдешь с благословением, с красотой, с прорывом. Ты выйдешь точкой измененной. А разве не этого вы жаждали? Вам не нужны были поверхностные благословения. Вам нужна была настоящая трансформация. А это требует настоящей самоотдачи. Но послушай меня, ты не слишком далеко зашел. Ты ничего не упустил. Ты себя не дисквалифицировал, если ты дышишь, еще есть время. Еще есть благодать. Еще есть рериди слава. Так что надавите. Надавите на то, что вы видите, и держитесь за то, что вызнать Бог верен. Он не человек, чтобы лгать. И если Он сказал, что чудо грядет, это грядет. Ваша задача – не производить его. Ваша задача – полагать это. И буквально через мгновение я произнесу молитву, которая активирует этот сдвиг в вашей жизни. Молитву, основанную на Писании. Молитву о единстве. Молитву о наследовании. Но прежде чем я это сделаю, задайте себе вопрос: если битва, в которой ты участвуешь, является доказательством того, что чудо близко, ты все равно сдашься или поднимешься. Потому что благословение не удерживается. Это быть готовой. И вы тоже. Ты благословен. Прямо сейчас именно такой, какой ты есть, не после того, как ты исправишься, не после того, как ты кому-то докажешь свою состоятельность, не после того, как ты будешь соответствовать чьим-то критериям. Ты благословен, потому что Бог уже избрал тебя, уже помазал тебя, уже влил в тебя нечто вечное, что не может быть уничтожено человеческим судом или духовной завистью. Ты можешь этого не чувствовать. Возможно, тебе говорили обратное. Но правда, то, что говорят вам небеса, это то, что вы были избраны для божественной цели, которая намного превосходит то, во что вас когда-либо учила религия. Потому что не заблуждайся, Дитя Божье – это путешествие не о религии, а об отношениях. Речь идет не о титулах, мантиях, правилах или платформах. Речь идет о священной связи между ты и живой Бог, который знает твое имя, который слышит твой голос и который идет с тобой, когда толпа уходит. И в тот момент, когда ты начал идти по-настоящему, в тот момент, когда ты перестал притворяться и начал существование, силы религиозности восстали против вас. Вы заметили. Те, кто больше всего говорит о святости, кто выставляет на показ свое духовное совершенство, кто прячется за маской религиозных ритуалов, они часто первыми осуждают, первыми сплетничают, первыми указывают пальцем. Почему? Потому что ваша свобода выставляет их в цепи, ваша близость с Богом угрожает системам, которые они выстроили, основываясь на результатах. Ваш прямой доступ к Отцу обходит необходимость их разрешения. И поэтому они пытаются дискредитировать вас. Они нашептывают:
Они исключают. Они искажают Писание, чтобы контролировать и манипулировать. И они называют вас мятежным, эмоциональным, неуравновешенным, кем угодно, только не избранным. Но послушайте это ясно, ты не бунтарь. Ты пробуждение. И эти нападения не наказание. Они – подтверждение, чем яростнее на вас нападают религиозные системы, тем больше у вас доказательств того, что вы идете по пути, который сотрясает основы ложного. Ибо вы, возлюбленные, призваны к чему-то высшему, воссоединить людей не с церковной системой, а с живым Богом. Снять наслоение вины, стыда и духовного насилия и привести других к истинному завету с их Создателем. Это священное задание. И это приходит с огнем. Но это приходит и с милостью. Позвольте мне сказать следующее о вашей жизни. Вы вступаете в сезон божественного оправдания. Всякая ложь, сказанная о тебе, будет отвергнута. Всякий язык, поднимавшийся в осуждение, умолкнет. Всякая атака религиозных духов обратится в площадку для славы Божьей. Потому что ты здесь не для того, чтобы защищать себя, Бог сделает это за тебя. Ты призван не сражаться с людьми, а освобождать их. Даже те, кто ненавидит тебя сейчас, однажды увидят в тебе мост, который они не смогли найти в собственном рабстве. Это благословение становления. Чем более вы реальны, тем больше силы протекает через вас, чем больше вы подчиняетесь уникальному, необычному и божественному замыслу своего призвания, тем больше небеса поддерживают вас. Вы не должны быть как все. Ваш дар не похож на их. Ваш путь не похож на их. Ваше помазание не копия, это оригинал. И вот почему это так мощно. Позвольте мне задать вам кое-что святое. А что, если ваши раны не свидетельство неудачи, а божественного промысла? Что, если боль, которую вы претерпели от рук церковников, была не для того, чтобы сломать вас, а для того, чтобы сделать вас достойными? Что, если Бог допустил изгнание, чтобы стать вашим только покрытием? Что, если Он позволит им отвергнуть тебя, чтобы ты мог узнать, что на самом деле значит быть принятым им? Вам не нужна религиозная элита для подтверждения вашей веры. Вам не нужна их платформа или кафедра. Потому что Бог поднимает алтари, в пустыне Он дает вам влияние не в храме, а на рынке. Не с кафедры, а с трибуны вашего жизни вы будете проповедовать своим миром. Вы будете служить своим искусством. Вы будете дарить людям свободу своей открытостью. Вы будете исцелять других просто своим присутствием, дочка-весь. И по этой причине ты благословен. Не потому, что ты все сделал правильно, а потому, что ты не сдался. Потому что ты решил остаться, когда было больно, доверять, когда это не имело смысла, верить в тайную комнату, когда никто не хлопал, и любить Бога, когда религия пыталась убедить тебя, что ты недостоин. Теперь ситуация меняется. Небеса открываются над тобой. И то, что враг пытался похоронить, скоро воскреснет. Я провозглашаю это над твоей жизнью. Каждый акт послушания становится магнитом для божественного промысла. Каждая слеза, посеянная в тишине, вот-вот принесет видимый урожай. Каждая тайная молитва, каждая одинокая ночь, каждый момент борьбы – все это записано. И награда уже выпадает. Вы вступаете в сезон, когда сверхъестественное становится твоим нормальным. Где ресурсы сами вас найдут. Где связи сами вас найдут. Где двери, которые были заперты на засов, распахиваются не благодаря вашим полномочиям, а благодаря вашим заветам. Это не религия. Это не законничество. Это услуга, незаслуженный, незаработанный, на божественно назначенный. Так что отпустите стыд. Отпустите чувство вины. Перестаньте извиняться за то, что вы отличаетесь от других. И примите истину,
которое кричит в вашем духе: вы никогда не были предназначены для того, чтобы соответствовать шаблону, потому что вы были созданы, чтобы перерыв — это ты, реформатор. Посланник. Мост между ранеными и целителем. И твой голос важен. Вот почему Бог благословляет вас. Потому что ты сказал «да». Потому что ты смирился, когда мог отомстить. Потому что ты оставался в тайном месте, когда другие бежали на трибуны. Потому что ты выбрал правду над традицией. Потому что ты положил свой образ, чтобы нести нефть. И вот священное обещание, то, что Бог собирается сделать в твоей жизни, заставит замолчать каждого обвинителя не через споры, не через дебаты, а через неоспоримые доказательства, через плоды, через чудеса, через радикальное преображение жизней, тронутых вашим послушанием. Вы не строите служение, вы строите движение. Движение подлинности, движение творческой силы, движение свободы. Вы – искра того, что Бог рождает, чтобы потрясти народы не религией, а воскресением. Не с правилами, а с отношения. И если вы чувствуете это благословение, если что-то в вашем духе горит прямо сейчас, я приглашаю вас получить это не пассивно, невежливо, но смело. Заявите об этом в своем сердце: я получаю это благословение. Я призван. Я избран. Я свободен. Я благословлен становится-то. Это твое наследие. Это твоя личность. Это твой поворотный момент. И я хочу, чтобы вы отметили это прямо сейчас. Отметьте этот момент комментарий. Дайте знать небесам и земле, что вы получаете то, что Бог нашептывал вам месяцами, а может быть и годами. Оставьте комментарий ниже: я получаю свое благословение. Я буду ходить в истине. Я свободен от религии, сделайте это публичным. Сделайте это пророческим. Сделайте это заявлением о том, что вы переходите в свой мир. Следующий. Тебе не нужно быть кем-то другим. Тебе просто нужно быть ты. Помазанный, израненный, исцеляющий, сильный, богодухновенный ты. Потому что миру не нужен еще один религиозный робот. Миру нужно то, что можешь высвободить только ты. И небеса рассчитывают на твое согласие. Огонь суда не сожжет тебя, он очистит тебя. Человеческое презрение не определит тебя, а оно возвысит тебя. Религиозные духи не смогут тебя остановить, они лишь укрепят тебя. Потому что это обещание: чем больше ты ходишь в истине, тем больше Бог ходит с тобой. Так иди же, избранный. Иди смело. Иди свободно. Иди к чудесному. Потому что благословение твое не приходит. Он уже здесь. Небесный Отец, всемогущий Бог, мы предстаем перед тобой, полностью осознавая, что этот момент неординарен. Этот момент священен. Он полон смысла, насыщен твоим присутствием и пылает потенциалом. Ты здесь, Боже, не как далекая идея, но как живой Отец, направляющий каждый шаг, наблюдающий за каждым решением, сеющий каждую мечту. И поэтому мы преклоняемся не в страхе, а в благоговении. Мы возвышаем свои голоса не из чувства долга, а из святого желания выровняться тем, что Ты делаешь в нас. Отец, Твое Слово говорит в Притче 3, 5-6: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Сегодня, Господь, мы выходим за рамки собственной логики и полагаемся на Твой Дух. Мы выбираем доверие вместо страха. Мы выбираем послушание вместо удобства.
Мы выбираем движение, даже если не до конца понимаем цель, потому что верим, что-то лидирует. Боже, некоторые из нас боролись тайно, борясь с сомнениями, заставляя заглушить свой голос, откладывая свой призыв из страха, что мы не готовы, недостаточно святы, недостаточно поддерживаемы. Но Ты напомнил нам, Господь, через историю Давида, что подготовка происходит в пустыне, задолго до того, как кто-либо увидит награду. И подобно тому, как Давид был избран еще среди овец, мы знаем, что нас не оставляют без внимания, не дисквалифицируют. Мы формируемся в тайном месте, и за это мы говорим Вам спасибо. Ты показал нам, Отец, что те самые вещи, которые мы любим, дары, которые Ты вложил в нас, являются частью нашего божественного отпечаток пальца, и Ты показал, что противодействие, с которым мы столкнулись, особенно со стороны религиозных голосов, никогда не было знаком сдаваться, оно было подтверждением того, что мы идем в правильном направлении, как правда Твой Сын, Иисус, был отвергнут религиозной элитой. Пророки были осмеяны, апостолы были преследуемы. Поэтому мы знаем, Господь, что отвержение со стороны человека часто означает повышение с небес. Господь, мы принимаем эту истину, Ты зовешь нас не утешать, но становиться. Стать наивысшей, святейшей, самой подлинной версией того, кем Ты нас создал. Преодолеть страх, обрести веру и божественную уверенность не самостоятельную, а основанную на Духе. Как написано в Филиппийцам 1:6, начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Ты начал эту работу в нас, и Ты ее завершишь. Мы не заброшены. Мы в ходе выполнения. Пусть это слово не вернется тщетным. Пусть оно совершит свою работу в нас. И пусть чудо, когда оно придет, будет нести на себе безошибочные отпечатки пальцев верный Бог. Во имя Иисуса, того, кто приготовил путь, того, кто есть путь, мы молимся. Аминь. Прежде чем вы уйдете, позвольте мне напомнить вам одну истину, которую вы не можете позволить себе забыть. Бог видит тебя. Да, ты. Даже сейчас, посреди хаоса. Даже когда кажется, что все рушится. Даже когда твои молитвы кажутся безответными, а сердце разрывается под тяжестью ожидания. Он видит тебя. Не ту версию, которую ты являешь миру. Не отфильтрованный образ или смелое лицо. Он видит тебя настоящую, уставшую, верную, сомневающуюся, решительную душу, которая продолжает появляться. Того, кто все еще шепчет его имя во тьме. И поскольку он видит тебя, он оказывает тебе честь. Возможно, вы этого не осознаете, но каждый акт послушания, каждое тихое «да», каждая капитуляция, каждое небольшое решение продолжать идти вперед, когда вам хотелось сдаться, записывается в небесной летописи. Бог не несправедлив. Он не забывает. Как обещает слово в Галатам 6:9, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, и поэтому я призываю вас, не сдавайся. Не сейчас. Никогда ты так близко. Потому что ты являешься близко. Ближе, чем ты думаешь. Иногда самое сильное давление возникает прямо перед прорывом. Иногда тишина становится особенно громкой прямо перед тем, как Бог говорит. А иногда самая трудная часть пути – это последние несколько шагов, когда враг бросает в тебя все отвлекающие факторы, всю ложь. Каждую каплю страха, надеясь, что ты сдашься точка прямо перед тем, как дверь откроется. Но ты не сдашься. Ты не можешь. Потому что теперь ты знать, что это. Это не конец. Это потягиваться точка последний рывок духовное сжатие перед рождением чуда. Вы не идете назад. Вас тянет вперед к чему-то большему. К чему-то святому. К чему-то,
что не только благословит вашу жизнь, но и переопределите свое наследие. И поэтому сейчас, как никогда раньше, вы должны следовать вере, а не видению. Сейчас не время руководствоваться эмоциями или тем, что кричат вам обстоятельства. Сейчас время якорь себе в том, что уже сказал Бог. Он обещал завершить то, что начал в тебе. Он провозгласил, что твое послушание не будет напрасным. Он поклялся, что ты пожнешь в свое время. Вопрос не в том, придет ли чудо. Вопрос в том, будете ли вы стоять, когда оно придет. Я верю, что ты справишься. Я верю, что ты здесь не случайно. Я верю, что ты добрался так далеко, потому что Бог готовит тебя получать и поддерживать, что грядет. Видите ли, чудеса – это не просто мгновения, они мантии. Это весомые, святые, священные вещи, которые требуют характера веры и честности. И все, что вы пережили до сих пор, готовило вас к держать, что небеса вот-вот высвободят. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали, прежде чем оставите это сообщение. Сделайте ваше заявление известным, пусть небо, земля и все силы тьмы знают, что вы все еще стоите. Что вы все еще верите. Что вы готовы принять то, что Бог уже уготовил. Оставьте комментарий ниже. Я все еще стою. Я верю, что мое чудо близко. Скажи это с верой. Скажи это, даже если тебя трясет. Скажи это, даже если твое сердце устало. Потому что этот комментарий не просто текст, это показание. И если это слово сегодня затронуло вас, и если оно проникло в вашу душу и выразило словами то, что вы чувствовали, я хочу пригласить вас сделать две вещи, которые помогут продолжить это путешествие вместе с нами. Подписаться на этот канал и поделитесь этим сообщением с любимым человеком. Это пространство больше, чем просто канал, это движение веры, сообщество людей, которые осознают свое предназначение, отказываются от религии и идут в полном послушании живому Богу. Подписываясь, вы не просто получаете больше видео, вы погружаетесь в ритм надежды, в рутину истины, в место, где ваш дух может наполниться энергией, а ваш огонь не гаснет. А делясь, вы становитесь сосудом. Кто-то другой находится точно в том же положении, что и вы, на грани сдачи, погребенный под гнетом стыда, неуверенный, есть ли еще Бог. Но ваш акт публикации может стать для них спасать. Не стоит недооценивать силу этого. И позвольте мне рассказать вам, что будет дальше, потому что это не конец, это только начало. В следующем сообщении мы поговорим о том, как поддерживать чудо, как только оно приходит. Потому что одно дело получить, а другое распорядиться. Мы поговорим о духовной стратегии, божественном времени и о том, как оставаться укорененным, когда благословение приходит. Потому что дело не только в том, чтобы добраться до двери, но и в том, чтобы пройти через это и оставаясь в обещании. Так что оставайтесь на связи. Оставайтесь преданными. Продолжайте молиться. Потому что даже если ваши эмоции то взлетают, то падают, даже если ваша ситуация сегодня выглядит так же, как и вчера, ваш дух знает истину, Бог движется, ваше чудо уже близко. Оно близко. Совсем близко. И когда оно наступит, вы поймете, почему ожидание длилось так долго. Вы увидите красоту в этом разрыве. Вы поймете цель, стоящую за давлением. И вы засвидетельствуете. Ты не один. Ты не заброшен. Ты не забыт. Ты становится. Ты вступаешь в свою высшую версию, которую всегда видели небеса. Ту, что восстает из пепла. Ту, что танцует после траура. Ту, что не нуждается ни в чьем разрешении, чтобы смело идти с Богом. Итак, в заключение, поднимите голову. Выпрямите спину.
Пусть мир вернется в ваш дух, ибо благословение грядет. Обещание живо, жатва готова, и ваше чудо уже стучится в вас. Все, что вам осталось сделать сейчас, это открыть дверь.